Добрый день всем. Сейчас я начинаю первую часть лекционную. Будет строиться таким образом данное занятие, что сначала будет лекция, примерно около часа, затем будут ответы на вопросы. Следующая часть вопросов, например, на следующую лекцию нужно лучше оставлять сейчас. В данной лекции по моей теме спасения структуризации сознания, именно в части, касающейся предотвращения возможной глобальной катастрофы, я даю метод структуризации сознания, основанный на том, что вы строите элемент реальности в качестве такого оптического проявления на восприятии, что данный элемент реальности вы делаете динамичным. Дело в том, что мои методы структуризации сознания — это технология может быть или пошаговая, то есть изучая вы получаете каждый раз новый метод, или же каждый из методов может работать отдельно, особенно в ситуациях, связанных со спасением от возможной глобальной катастрофы. И поэтому следует учесть, что каждый из методов является в том числе и автономным. Значит, данный метод основан на технологии восприятия, то есть сознание рассматривается как система управления, при этом восприятие рассматривается как элемент сознания, но задачей данного метода является управлять, то есть конкретно спасать от возможной глобальной катастрофы через придание восприятию в оптическом диапазоне динамических свойств. Значит, принцип этого метода заключается в том, что вы сначала рассматриваете какой-либо элемент реальности как элемент первично воспринятый, то есть смотрите сначала, что для вас означает ваше восприятие, если вы имеете информацию о возможной глобальной катастрофе, или же, например, не имеете. Дело в том, что вот эта первая часть, предотвращения именно возможной глобальной катастрофы, это на самом деле достаточно узкая специализация по управлению. И поэтому в дальнейшем, по возможности, нужно эту часть разделять. Хотя она направлена в том числе на то, что вы можете через нее делать, в общем-то, любое управление, но отнеситесь как к узкой специализации. Так вот, в отличие от обычного фонового уровня управления, в данном случае первичный уровень может быть либо проявлен восприятие, то есть вы можете какой-то сигнал получить, что есть некая проблема, причем от нее возможно глобальные катастрофические последствия, либо сейчас, либо в будущем. Или же вы можете просто-навсего поставить задачи, именно поисковую задачу, и при этом в поисковой задаче системно работать над тем, чтобы возможную глобальную катастрофу предотвращать. Следовательно, здесь ситуация заключается в том, чтобы сигнал восприятия сделать динамичным, например, в двух позициях. Либо это сигнал, который существует от некой внешней проблемы, или же вы занимаетесь системным уровнем управления, и тогда принцип здесь будет другой. Значит, первый принцип, когда вы реагируете на элемент внешней реальности, то есть у вас в восприятии появляется некая информация, именно информация ваша, то есть я имею в виду, эта информация не из телевизора, например, а именно информация вашего восприятия, или там не из какого-либо средства физической информации. Значит, вы получаете информацию о возможной проблеме, и тогда динамика управления укладывается в определенные аксиоматические принципы, описывая которые, здесь следует сразу же знать, что прежде всего нужно выделить тот сегмент информации, который это означает в оптическом диапазоне, таким образом, чтобы вы сразу же сделали управляющие действия по несовершению этого элемента реальности, то есть предотвратить возможную глобальную катастрофу. Следовательно, исходя из этого, логика развития дальнейшая такова, что прежде всего вы от своего сознания реализуете импульс, который несет именно суть вашей работы. То есть задача это не зафиксировать, естественно, возможную катастрофу глобальную, а суметь ее реально предотвратить. Вот понятие «реально» заключается в том, что вы должны сразу же сделать такое управление, чтобы оно было устойчивым в будущем промежутке времени.
То есть в будущем этого не происходит. Следовательно, вот это и есть ключевая позиция данного метода в случае, если это внешний элемент реальности, когда вы делаете устойчивое будущее по позициям, что там не происходит, например, глобальной катастрофы. Тогда ситуация здесь уже упрощается, то есть вам нужно сделать будущую конструкцию динамичной. Чтобы будущая конструкция была динамичной в вашем восприятии, вы просто-навсего пролонгируете свое восприятие в область будущего, но таким образом, чтобы оно было устойчивым, то есть фиксированным, пролонгация в будущее через фиксацию в прошлом. Вот такой аксиоматический уровень. Этот уровень определен тем, что первая аксиома прошлое для придания динамики, значит, образу восприятия заключается в элементах начинающегося будущего. То есть вы выделяете элемент для восприятия, где будущее начинается. Восприятие вы можете это сделать элементарно, потому что вы можете выделить область начинающегося будущего как область вполне реальная. А вторая аксиома заключается в том, что область начинающегося будущего — это, естественно, ваша собственная управляющая система, но аксиома говорит о том, что ваша управляющая система становится реальностью, когда она развивается по цели создателя. Цель создателя — это созидательно-гармоничное развитие, и при этом вы таким образом строите реальность. А третья аксиома, что построение реальности происходит в канонах вечного построения в том случае, если вы вечность выделяете в собственном сознании. То есть вы должны найти элемент сознания, но рассмотреть сознание, например, когда вы смотрите на себя, что ваша точка восприятия находится в физическом теле, например, там душа находится в физическом теле, и вы смотрите извне на себя, но как бы, значит, смотрите на свой образ какой-то именно извне. И вот здесь вы должны найти в сознании вечность. Это ваша собственная задача. Она такова, что как только вы задаетесь технологией поиска вечности в сознании, вы ее обязательно находите на первом импульсе восприятия. И этот импульс, он является динамичным импульсом. Дело в том, что данная лекция будет специально усложнена в понятийном варианте, и поэтому ее желательно несколько раз прослушать, например, там, на диктофоне, и при этом следовать логике, которую я сейчас излагаю. И когда вы обнаруживаете вечность во внешнем восприятии, это и есть динамическая характеристика будущего управления. Значит, получается, что динамика — это всего лишь навсего то, что вы находите вечность восприятия, значит, при внешнем обзоре информации самого себя. И так как нахождение здесь обязательное, потому что вы и есть проявление вечности, то получается, что в любом случае вы спасаете от возможной глобальной катастрофы. Если ту фразеологию, которую я сейчас представил, вы переводите на структуру, например, ДНК по вибрационной структуре, то получается как раз система ДНК плюс элемент будущего развития, который заложен в основном в ткани человека. То есть микромолекулярный уровень или уровень ДНК – это информация развития, которая существует, например, в виде микроскопических исследований, а проявление будущего – это ткань человека уже в макромолекулярном проявлении, то есть в форме. Следовательно, будущее проявлено как человек. И в связи с этим, на информации я имею в виду, и в связи с этим достаточно просто находить с этой позиции систему управления, если вы знаете, как человек перемещается. То есть это заложено в определенный автоматизм, скажем так, на уровне, где не обязательно применять контроль сознания, где уже сложены элементы коллективного сознания, именно в том, что на форме человека базируется элемент управления, связанный с вечной жизнью. Когда вы самостоятельно поработаете над этой технологией, то вы здесь увидите, что позиция вечной жизни здесь проявлена таким образом, что вечная жизнь является обязательным условием для бесконечного функционирования будущих процессов. В связи с этим, когда я говорю о понятиях вечной жизни, или почему изначально Создатель поставил так вопрос, то мы получаем, что эти элементы таковы, что они на самом деле являются всего лишь навсего законами распределения информации. Можно, видимо, кто подошел, их сюда пригласить.
в связи с тем, что элементами развития в данном случае мы рассматриваем элементы вечной жизни, то элементом развития вечности и образом его является сам человек. Поэтому, когда я сказал о том, что вы смотрите на себя и видите элемент вечности, это потому что вы есть проявление, но в технологии развития сознания это значит, укладывается в логику законов развития сознания. Поэтому, когда вы управляете через такие композиции, как вечность и построение будущих событий, то вы должны здесь рассмотреть в качестве самостоятельной работы, что это однотипное явление и явление, вытекающие одно из другого и взаимопересекающиеся на уровне восприятия. Следовательно, технология создания значит, управляющего импульса на основе придания динамики для значит, импульсов внешней природы заключается в том, что вы строите эту технологию или последовательно, или же вы просто добавляете импульс управления только за счет того, что вы воспринимаете самого себя и в настоящем времени, и в будущем. То есть достаточно простая технология. Воспринять одновременно себя и в настоящем времени, и в будущем, и этот импульс, он будет устойчиво управлять реальностью так, что глобальной катастрофы не произойдет. По системе управления из статичного образа, то есть вы делаете таким образом, что, предположим, регулярно рассматриваете всю реальность и ищете те элементы управления, которые значит, создают устойчивую реальность, то есть в будущем предотвращает, например, возможную глобальную катастрофу, или вы работаете с информацией прошлого, чтобы не было в будущем этой катастрофы, то системность этого поиска прежде всего должна заключаться в том, чтобы ваш поиск был устойчиво направлен на реальное предотвращение возможной глобальной катастрофы, и при этом вы не фиксировали, возможно, отрицательных элементов либо с прошлого, либо с будущего. То есть информация отрицательного плана, которая касалась возможных там, межядерных конфликтов, она все равно должна быть управляема с текущего времени управления. То есть, известно, что были ситуации, когда возможны были межядерные конфликты. Следовательно, информация эта не должна оставаться как информация фиксированная для прошлого. В любом случае, когда вы управляете с точки зрения поисковых систем своих, так скажем, когда вы рассматриваете реальность и управляете от себя, и придаете элементу восприятия динамической характеристики, то тогда вы должны обязательно управлять всем объемом информации. Например, значит, если вы делаете управление даже в отдаленное будущее, предположим, взять там миллион лет вперед, то в этой части все равно содержится вся известная информация о возможных конфликтах, которые могли произойти, например, там, Карибский кризис. И в связи с этим эта информация, она существует в общем объеме информации как элемент, который реагирует на ваше управление в будущем. Логика достаточно простая. Здесь будьте внимательны, потому что логика, которую я даю на уровне логического управления, пересекается с уровнем духовного управления, и здесь дух может проявляться очень неоднозначно, многоемко, потому что это ваша личная задача каждого предотвратить возможную глобальную катастрофу и распространить эти знания. И в связи с этим технологии познания, которые будут происходить при изучении этой части, они могут быть совершенно универсальными, но главное, что они должны быть направлены только к одной цели. Именно предотвращение возможной глобальной катастрофы через вашу собственную поисковую систему. То есть, когда вы специально ставите задачу и ищете, что может быть причиной, и как вот сегодня нужно работать, сколько там, час, секунда, минута или там полдня, а возможно надо работать постоянно, там несколько часов, чтобы не было этой катастрофы. Тогда вот здесь вы должны обязательно управлять всей информацией прошлого. А в связи с этим существует ряд аксиом. Они очень просты в логическом понимании, но опять же здесь есть смысл именно в том, что того, что я даю образование духовное, то есть дух должен быть таким, чтобы в любом случае предотвратить возможную глобальную катастрофу, и не только глобальную, а лучше вообще любую проблему сместить в сторону оптимального решения. В связи с этим аксиоматический уровень, который логически вытекает из оптических законов взаимодействия, он должен быть вами здесь исследован и понят
где восприятие переходит в духовную основу. Почему есть управление, когда есть реальный результат, но нет, например, промежуточного словесного уровня. В связи с этим оптика управления, то, что вот сейчас я говорю про оптический диапазон, который все мы понимаем, он должен обязательно стыковаться на уровне познания с диапазоном развития духа. Что в этом случае означает развитие духа? И здесь, как правило, это элементы осознания всей реальности. В моих системах концентрации по каждому дню я там закладываю элементы обязательного осознания. В связи с тем, что данная методология направлена на то, чтобы вы самостоятельно управляли и имели собственный инструмент управления, я сейчас просто ввожу самостоятельный уровень развития как уровень необходимый. То есть это не обычная, например, логика рассуждений, или же вы, предположим, рассматриваете процесс таким образом, что вы имеете некую информативную константу от некого источника информации, который характеризует, что есть развитие, например, или оно замедленное, или оно очень быстрое. То есть смысл здесь в том, что любым элементом реальности, в том числе развитием собственного духа, собственной души, по целевому управлению занимаетесь лично вы. И поэтому, когда я говорю о управлении, например, на оптическом диапазоне, то стыковка двух оптических элементов, предположим, я могу видеокамеру или микрофон рассмотреть как два оптических элемента восприятия, то есть перевести просто в какие-то сигналы. Например, закрывая глаза, я рассматриваю, что да, они стоят рядом, но из взаимодействия этих двух сигналов я могу получить духовное развитие по пониманию, что это за предмет. Дело в том, что задачей каждого является исследование области, которая не имеет известных характеристик. Это основное, что требуется для спасения в любом случае. А также понимание любой области, которая имеет известные характеристики. В связи с этим, например, видеокамера, микрофон, известно, что это из себя представляет, и понятие духовного развития в плане управления укладывается в задачу всего лишь навсего то, что я элементы духа рассматриваю как проявленные какие-то творческие элементы при познании там, микросхемы этой платы, или там, математики, или физики, или вообще там образа. Но когда вы имеете дело с неизвестными системами, то в этом случае два оптических коэффициента, то есть две оптики рядом находящиеся в вашем восприятии, как бы, две лампочки условно, они требуют управления, включая сущность познания их самих. В связи с этим духовное развитие – это опять же опережающее будущее, которое формирует элемент собственной формы за счет того, что вы находитесь одновременно в этих двух элементах реальности. Ну, например, в древней йоге элементы развития, которые касались только личного, предположим, прогресса, заключались в том, что на одном из этапов человек должен самоосознать себя в объектах внешнего восприятия или своего восприятия. Здесь в качестве самостоятельной работы эту фразу проанализируйте, почему я сказал внешнего восприятия или там своего восприятия. И вот когда происходило осознание, работа считалась законченной, потому что происходило влияние на реальность. Предположим, они могли растапливать там снег, то есть повышать температуру, и, в общем-то, управлять реальностью совершенно очевидно на физическом уровне. Или, предположим, самовоскрешаться. Есть документальные съемки, когда это начало века, предположим, когда йог собрал себя просто после того, как его сожгли. Это совершенно очевидные вещи, которые делаются и даже протоколируются. Но задачей, вот, например, моего управления является не выходить на уровень того, чтобы фиксировать отрицательный статус. То есть смысл спасения заключается в том, чтобы в любом случае было следование логики развития такое, что тело человека, во-первых, не должно быть уничтожено, но если оно, например, имеет проблемы, то его надо восстановить. Поэтому принцип, который сейчас я излагаю по исследованию динамической структуры, опять же, это динамическая структура будущего, он заключается в том, что специально не надо, например, предложим, что-то травмировать, не надо, предложим, порезать палец и мгновенно восстановить. Дело в том, что смыслом управления является
делать так, чтобы те люди, которые таких методик не знают, например, они все равно были на уровне передачи информации с нами. То есть смысл такой, что управление должно быть для всех. Другое дело, когда все это будут уметь делать, но и тогда лучше следовать принципу идеологическому, прежде всего не нанести вред, потом уже восстанавливать. То, что вот я ввел это пояснение, это имеет принципиальное значение для того, чтобы увидеть динамическую структуру управления будущими характеристиками. И эта динамическая структура заключается в том, что вы постоянно воспроизводите свой собственный восстановленный образ и восстановленный по параметрам с прошлого в том числе. То есть вы должны так аккумулировать свое прошлое, чтобы, например, то, что вы сейчас находитесь, например, в текущем времени, это есть результат того, что в прошлом вы свою информацию восстановили до нужного вам уровня. Следовательно, если вы восстановили до нужного уровня, то Карибский кризис не происходит. То есть логика здесь простая. То есть вот до этой логики я довел через уровень достаточно, значит, иерархически разнопланового построения вот этой части лекции, и постарайтесь в качестве самостоятельной работы связать эту лекцию по созданию, например, единой сферы управления, которая в любом случае устойчива, и вы в любом случае достигаете того, что не происходит, возможно, глобальной катастрофы. Дело в том, что я постоянно добавляю слово «возможно», так как словесная характеристика, говорящая о том, что этого не происходит обязательно. В качестве работы посмотрите эту формулировку во внутреннем содержимом сферы управления. В качестве управления через самовосстановление я здесь рассматриваю метод, когда вы делаете управление, строя себя одновременно и изнутри, и одновременно в каком-то одном локальном сегменте внешнего мира, то есть внешней реальности. Это самовосстановление позитивно действует на всех, это вот обязательно необходимое условие. И это условие формирует система передачи импульсов в сознании, которые, значит, таким образом формирует реальность, что сознание начинает работать по совершенно конкретным каноническим законам. В данном методе, в данном случае, я ввожу систему роста сознания, то есть увеличения характеристик сознания по созданию специальных областей, которые канонизированы для всех. То есть это система передачи знаний. И в связи с этим я здесь рассматриваю те позиции, что вы, рассматривая внешний импульс управления из внешней реальности, можете его в принципе разделить на элементы внешней реальности, когда они проявлены как бы из внешних источников, то есть это чья-то информация или откуда-то, или вы создали информацию сами. В данном случае это не принципиально. Вот здесь вот есть радикальное отличие от первой части, когда речь шла об управлении возможной глобальной катастрофой. В данном случае это не принципиально, вы можете либо назначить внешний источник, либо взять его любой из внешней реальности. И плюс рассмотреть самого себя и при этом начинать построение через самовосстановление всей реальности из двух уровней восприятия. Дело в том, что логически ясно, почему в случае самовосстановления это не имеет значения, потому что, как я уже сказал в первой части по технологии предотвращения возможной глобальной катастрофы, форма человека является идеальной формой с точки зрения вечного развития. Поэтому все внешние события по замыслу Создателя являются действием человека, в том числе и действием Создателя. Поэтому все внешние события, например, которые вы рассмотрите как элемент внешний, все равно в конечном итоге является вашим же собственным участием в системе развития. Возникает, естественно, вопрос, какое отличие, если мы рассматриваем возможную глобальную катастрофу. Да? Но дело в том, что здесь возможная глобальная катастрофа – это как раз то, что не предусмотрено элементами сознательного развития. Поэтому в том случае это имело принципиальное значение, когда я говорил о технологиях придания элементам реальности именно характеристика внешней или же воспроизведенной вами.
В случае построения реальности через самовосстановление это имеет значение одно и то же. В связи с этим вам нужно самостоятельно рассмотреть такие элементы сознания, которые являются универсальными. То есть в каких-то случаях одна область сознания работает, как вот в случае внешняя реальность и ваша назначенная, значит, информативное какое-то образование. А в каком-то случае та же самая область сознания работает так, что в этой области внешнее и внутреннее является одним. Вследствие этого вы сразу же видите, каким образом делать управление по самовосстановлению, потому что вы находитесь в одном месте и в одной форме. То есть с точки зрения вечного развития, рассматривая просто этот элемент сознания, вы видите, что вы можете вечно строить гармонизированную реальность, например, там, строить миры, информативные системы развивать, только потому, что вы понимаете структуру сознания. То есть данный принцип самовосстановления и построения реальности через самовосстановление, он построен на том, что вы строите свою собственную реальность, и причем таким образом, что проявлением, например, первым являетесь вы сами. Тогда получается, что данное построение, оно таково, что вы можете строить, ну, не только там реальность собственную, предположим, там собственное тело, и при этом гармонически развивать все внешнее, а достаточно понять задачи создателя плюс, например, ваши задачи всех, и вы можете строить следующий элемент реальности. То есть так можно строить, например, технику, которая в будущем может не разрушать, но при этом иметь формы, которые необходимы для вечного развития. То есть я вот здесь слово «форма» создал в механическом смысле. Есть элементы развития, когда даже форма техника, формальные такие признаки, как там параметры, геометрические параметры, определяют элементы вечного развития. Если рассмотреть истории цивилизаций, которые имели достаточно длинное развитие, то в некоторых цивилизациях, в свое время, в прошлом, я имею в виду в истории Земли, понятию формы придавали специальное значение с точки зрения возможности возродиться вновь, но при условии, что значит, будет возможно некие проблемы в промежутке развития. То есть они закладывали систему устойчивости, формальные символические признаки, и вообще говоря, во многом, конечно, это и помогло к тому, что сейчас все-таки Земля не уничтожена. Поэтому, когда вы рассматриваете элементы развития, будьте внимательны к формам, которые вы создаете в элементах познания. Здесь обратите внимание, что в элементах познания вы создаете формы. Когда вы познаете, эта информация остается в виде новых, дополненных форм в элементах развития мира. Эти формы тоже можно контролировать, и ими тоже можно управлять. Вследствие этого вы не будете иметь неких бесконтрольных областей управления, и именно этот признак, этот принцип, он обозначает то, что вы можете делать управление через создание собственной формы, не только, например, в материальном воплощении в виде тела человека и соответствующих событий, но и формы с точки зрения бесконечного будущего развития. Эту часть я специально не раскрываю как бы до конца, то есть вот эту часть надо домыслить по признакам самовосстановления и как бы мысленно себе додиктовать, чтобы можно было еще здесь додиктовать по системе управления через самовосстановление. В той части, которая следующая, то есть управление событиями любого порядка из своего сознания, я как раз делаю платформу на том, что та часть, о которой я не сказал, на этом я делаю управление, значит, событиями и собственного сознания. То есть в данном случае вы получаете управление из области, которая не определена в вашем сознании, ну, по крайней мере, сейчас. Или если кто-то быстро уже домыслил один из вариантов, в принципе, я в зале уже все здесь промыслили. Другой вопрос, что я все равно ставлю эту лекцию на ту основу, что элемент реальности не определен.
В связи с этим вы должны все равно получить точное управление, когда отправная точка является неопределенной. Поэтому данная технология управления, она является специальной и построена как технология развития сознания, но и в том числе управления широким спектром событий, включая то, что, управляя одним частным событием, вы управляете сразу всей системой гармонизированно. Предположим, излечивая, вы одновременно излечиваете практически, скажем так, всех участвующих в событии, или же оптимизируете всем сразу. Почему такой комплекс возможен при данной технологии, это понять здесь несложно, потому что управление не объявлено, и оно может спроецироваться в любом месте. То есть несущее управление не объявлено, следовательно, при бесконечном развитии оно в любом случае спроецируется там, где вы хотите. И задачей вашего сознания всего лишь навсего является придать статус бесконечности по целевому признаку, по цели управления, начальному импульсу. Если это звучит сложно как-то в плане, может быть, развития ситуации, то постарайтесь здесь рассмотреть систему, когда для вас это просто воспринимается. То есть перенастройтесь на то, что материал воспринимается просто. И вот эту часть изучайте с этой позиции. Поэтому специально закладывайте, что особых здесь проблем нет, и вы с этой позиции сознания изучаете эту часть материала. Таким образом, значит, я еще раз здесь вот определяю область, которая неизвестна фактически, и управление идет в область целевую, но то, что вы хотите, это может быть лечение, это может быть любое событие, которое вы хотите иметь. И это управление, естественно, проходит через предотвращение возможной макрокатастрофы в любом случае. То есть любая из подструктур проходит через эту систему, так же, как устроена ДНК, она все время совершает эту работу, независимо от того, человек управляет сознанием специально или нет. И поэтому система управления в данном случае такова, что нужно построить импульс управления, который, во-первых, уже осуществляется, то есть все участвуют в каком-либо вопросе своим сознанием так или иначе, но при этом управление строится на позиции, где первичных характеристик нет. Следовательно, задача логическая, она очень проста дальше. Чтобы управлять от уровня характеристик, которые неизвестны, надо всего лишь навсего определить, по крайней мере, граничные какие-то условия, из чего надо исходить, чтобы управлять. Так вот, граничные условия – это есть та среда, которая содержит неизвестную среду. И вот дело в том, что по системе общих взаимосвязей, что каждый элемент реальности взаимодействует в любом случае с каждым другим, ясно, что близлежащая среда, она сформирована с учетом взаимодействия с неизвестной средой. Например, когда я в свое время делал прибор, основанный на кристаллах, и прибор, значит, так скажем, занимался тем или направлен был на то, и сейчас он функционирует, чтобы предотвращать возможные глобальные катастрофы, то задачи предотвращения, значит, в случае, если мы имеем характеристики неизвестные, то задачей данного управления в кристаллах, значит, являлось то, чтобы сам кристалл нес характеристики внешней среды для управляющего импульса. То есть любой импульс, который проходил, он в оптике являлся таким, что параметры его были уже известны, потому что форма кристалла и их расположение были именно такими, что они в том числе и рассматривали, значит, внешний любой сигнал как сигнал, который несет все внешние признаки вокруг себя. Математически, кстати, это достаточно несложно, вот именно в математике. С точки зрения оптики, если в оптике восприятия, например, то там однотипные идут часто процессы, те же, что и в кристаллических системах. И в связи с этим, когда вы имеете управление, то это управление, во-первых, может быть текущим, то есть вы можете иметь текущее управление, исходя из того, что, значит, вы
как я сказал, имеете управление, но также может быть управление из будущего, то есть когда вы имеете какую-либо область управления, но при этом эта область исходит из будущего. В качестве пояснения к этому вы по возможности в домашних условиях или как-то вот, находясь даже в работе, постарайтесь термин «имеете управление», то есть когда вы находитесь в состоянии управления, перенести на обычную ситуацию, которая, ну, может быть, вы считаете, что она бытовая. То есть по возможности иметь управление, термин каким-то образом адаптируйте к себе вот в этой лекции. То есть находясь в том состоянии, что вы там, специальной целью управления через сознание не занимаетесь, посмотрите, как происходит все равно управление от того, что вы не занимаетесь. И здесь, когда я рассматриваю управление, значит, внешними событиями, то принцип, например, построения внешней реальности и одновременно внутренней реальности отражен в том, что вы на уровне создателя решаете процесс воспроизводства событий. То есть, когда создатель ставил реальность, он в любом случае вопрос решал. Если вы делаете реальность так же, как делает создатель, а так и нужно делать, то следовательно, следующим элементом реальности является элемент, который не обозначен, может быть, абсолютно точно. Вы должны его все равно построить. Вот эти, ну, где-то примерно 5 минут данной лекции я постарался описать, значит, граничные условия для области, которая неизвестна. В связи с этим, по возможности, этот участок лекции прослушайте специально, ну, может быть, несколько раз, чтобы уловить, где вы сами проявлены, например, в ситуации управления с областью, которая неизвестна. Таким образом, ставя граничные условия как условия опорные уже, ясно, что ваше восприятие, то есть, что вы воспринимаете тот элемент, значит, причем он такой, что вы в восприятии рассматриваете область как оптический элемент, и вы считаете, что эта область, она является неизвестной областью, из которой надо управлять. Но получается, что ваше восприятие это и есть элемент граничных условий. То есть дело в том, что есть духовная позиция по данному управлению, когда вы не воспринимаете оптический уровень. И здесь тоже действует тот же принцип граничного условия. Здесь вы должны его таким образом реализовать, чтобы подобрать самостоятельно управляющую область. А есть логический, то есть принцип восприятия, который вы строите потому, что ваше же восприятие этой области уже есть информативность. То есть если вы вообще говорите, что да, есть область, характеристика, которая неизвестна, это же уже проявление какой-то реальности. И вот задача, вообще говоря, в данном случае работать просто-навсего на механике данного подхода. То есть обозначая для себя эту область, вы ее выявляете как-то. То есть, например, вы можете ее смоделировать, предположим, ну, в виде сферы, там, даже привести в канонизированный вид там, или в любой, какой вам нравится, или просто оставить так, как вы воспринимаете, так проще. Это, как правило, может быть не четкий образ какой-либо. В связи с этим давайте сделаем такое практическое совместное занятие сейчас. То есть, вот, например, передо мной, перед столом, совместно поставить должен каждый образ, который неизвестен на уровне информации, но этот образ в любом случае спасает от возможной глобальной катастрофы, или же восстанавливает, или же одновременно управляет всеми событиями. Вот по 3 позициям. Или можно добавить «и», кто захочет. То есть с этим вот каждый ставит такой образ передо мной на информации. Это может быть, ну, предположим, можно ставить, чтобы было компактнее, там, в радиусе, например, метра, в радиусе метра, и тогда получается, что есть некий образ, который сейчас стоит перед вами. Данный образ, это есть, ну, получается, коллективный образ, который каждый из вас создал. Он аккумулировался в одном месте, и получилось, что мы имеем, предложим, такое вот управление, и в связи с этим, исходя из того, что данное управление обозначено как управление, находящееся в плане
вашего восприятия, то вы можете рассмотреть уже конкретно, потому что вы знаете состав зала, можете посмотреть вокруг, там, ну, например, там, ясновидчески, или вот, когда вы заходили, вы видели глазами, посмотрите, что в данном управлении означает сознание каждого, совместное сознание, ваше собственное, то есть 3 позиции. И выделяя эти 3 позиции, вы можете, в принципе, построить реальность параллельным, фактически как бы проекционным уровнем нанесения реальности, ну, например, на стол. То есть стол как проявление коллективного сознания, но коллективное сознание всех. Ядерная бомба как проявление все-таки коллективного сознания, но коллективного сознания, заложенного изначально кем-то, например, а коллективное сознание других, кто бы не хотел, чтобы она, например, взрывалась. В данном случае это коллективное сознание не активировано настолько сильно, чтобы она не взорвалась, предположим. Да? И задачей вот этого тренинга является выделить из области, которая не определена, ту характеристику, которая в любом случае решает ваши вопросы по управлению, и при этом она решает вопросы таким образом, что вы имеете управление по уровню все-таки любых событий, в том числе событий самых частных или, казалось бы, даже самых мелких. То есть, в принципе, задача стоит все-таки управление любыми событиями. И в связи с этим сейчас просто еще раз заново строите опять эту область, как я сказал в первый раз. То есть область с неопределенными характеристиками передо мной, она компактная, это ваше коллективное сознание для данного зала. Задача следующая, вам нужно сознание, которое исходит от других, то есть другая часть коллективного сознания, должна быть сюда подключена с этими задачами, например, всеобщее спасение от возможной глобальной катастрофы и системное гармоничное развитие. Каждый должен подключить все коллективное сознание, включая сознание всего будущего развития. И в связи с этим, когда вы говорите о сознании всего будущего развития, вам нужно будет выходить на область бесконечного развития и рассмотреть, какое сознание коллектива у всех при бесконечном и вечном развитии. То есть задача рассмотреть, получается, всю вечность вперед и рассмотреть, каким образом это сознание проявлено, включая, если нужно, то и сознание прошлого. В связи с этим, когда мы смотрим на реальность таким образом, задача конструирования на сознание является в данном случае определение тех характеристик, что для сознания означают эти действия. Так вот, для сознания данными действиями является то, что, во-первых, на оптике восприятия это очень просто, вы сразу видите область, обозначающую это. То есть, например, вы можете сразу же сказать, что, например, бесконечное развитие всех, вечное развитие, это, вот, например, конкретный сегмент сознания, который находится на конкретном расстоянии от вас, и в виде оптики он выглядит, например, в виде линии. И все. Значит, получается, что задача на самом деле несложная. Другой вопрос, когда вы переводите управление не только логически, но и ставите управление на уровне духовного развития, то дух, как несущая опора, как система, которая в том числе строит восприятие, в данном случае проявлен как элемент всеобщности, то есть того, что вокруг. Например, вы в восприятии вы можете выделить какой-то оптический элемент, а при этом, если вы его выделили, то все, что окружает оптический элемент, можно рассмотреть как проявление духовное, опять же из своего сознания. То есть дух можно определить. И в связи с этим также можно определить присутствие души или работу души, управление души. И тогда вы можете через определение адаптироваться к тому, что означает ваше восприятие, когда вы имеете такую задачу, и как вы через восприятие эти задачи решаете. То есть исследовательский механизм сознания он таков, что определение позволяет найти истину через следующую итерацию. То есть определив, что есть душа в проявлении,
вы имеете какую-то конструкцию, которая означает данное действие, и затем в следующей итерации, например, делаете это еще раз и подходите к истине души, либо как к истине на понятийном уровне, либо вы реально находитесь в душе, при этом вы как откровение видите, что происходит реально на уровне построения вашего же сознания. Тогда получается, что вы смотрите через свое сознание, но при этом вы видите, как оно строится в душе. Это уже управление душой, которое происходит на уровне таком, что вы делаете это управление, при этом одновременно рассматриваете себя во многих позициях. То есть это позиция сознания, позиция души, позиция того, что душа воспроизводит, в том числе и сознание, и дух. И самый точный способ ориентации – это прямой контакт с Создателем. То есть в данном случае вы находитесь на уровне контакта с Создателем, и все знания, которые вы воспринимаете, это знания от Создателя. В связи с этим технология получения знаний от Создателя заключается в том, что вы позиционно можете входить в состояние, когда знания идут конкретно от Создателя, и в связи с этим, например, если вам нужно получить управление, обязательное управление, например, по спасению, то оно, естественно, может в любом случае осуществиться, стоит только лишь задать позиционные характеристики такого управления. Еще раз, возвращаясь к задаче построения все-таки по возможности той реальности, которая не определена, строим совместно ее еще раз, опять передо мной. Значит, вот, например, уже в этот раз реальность сформулирована более четко, то есть она имеет совершенно четкие оптические характеристики и находится где-то примерно возле пола, так вот, начинает расти вверх. Первые моменты это были в основном импульсы, которые находились примерно в той области, в которой я сказал. В связи с этим из 3 раз видно, что задачей развития является построить объективизированную реальность. В чем объективизм реальности? В том, что она начинает проявляться во время восприятия. И вот когда мы говорим о задачах Создателя, то объективизм действий, то есть канонизм действий, как надо делать, он заключается в том, что строится, например, тело человека, которое должно вечно воспроизводиться. То есть задача вечного воспроизводства человека – это задача естественного развития. Причем одного, например, человека. То есть каждый человек должен быть вечным. Это в данном случае всего лишь навсего я сделал 3 повтора и выявил закон развития информации. Значит, вы поэтому самостоятельно постарайтесь такие мероприятия, так скажем, проводить либо в коллективе, либо индивидуально, и по возможности контролировать, как идет рост информации. Но когда вы, например, эту информацию уже построили, то дальше ситуация такая, что все-таки получить конкретное прикладное управляющее действие из этого элемента, вы должны, как я сказал в этой части лекции, что определить уровень бесконечности в реакции этого элемента на конкретно ваше событие. Но это похоже на то, что из этой области просто-навсего выделяется какой-либо сегмент, который обозначен как элемент вечности. И этот сегмент попадает в ту область информации, которую нужно дополнить по вашей цели управления. И он только лишь навсего ее дополняет. То есть вам надо выделить в данном случае цель управления такой, что управлением является, например, дополнение оптического элемента до уровня управления. То есть вы выделяете цель управления, если это диагноз в виде какой-то оптической величины, то есть восприятие это может быть, например, некий информативный световой образ или, например, даже сам человек, которого вы видите восприятие. И задачей является, в данном случае лечение, если это дополнение формы оптической, или же прям вывод импульса управляющего в конкретную область человека, физического даже, например, в ту область, где вы получаете восстановление. Вот здесь
задачи решать, каким образом вы должны это делать, в случае, значит, именно в идеологии вечного развития вы должны самостоятельно это делать. То есть вы должны каждый самостоятельно уметь выводить уровень управляющий, но, как правило, мир устроен таким образом по уровню управления, что ваше следующее действие, которое направлено на этот импульс, оно и есть правильное. То есть вот я сейчас привел к тому, что построить управление таким образом, что любое действие, которое вы совершаете, это и есть правильное действие. И, значит, каноном этого, что вы это делаете правильно, является то, что вы находитесь в гармонизированном уровне, то есть, например, не происходит там глобальной катастрофы, и дальше все происходит уже более гармонично с точки зрения вашего управления. Здесь вопрос еще выбора, что вы считаете управляющим импульсом для вас. Возможно, развитие собственной души, то есть собственного познания, это есть более важная задача, чем, ну, например, там, какие-то действия, связанные через сознание, управление материей, там, типа каких-то телепортационных перемещений материи, там, материализации. Познание часто является более важным элементом, чем это сделать, потому что в системе управления важным является не допустить, например, возможно, глобальной катастрофы, не допустить болезни, при этом задача является не проявление, например, а познание. Поэтому практикой проявления, то есть чтобы у вас была практика и вы смотрели, как делать технологически, надо работать на управлении на физическом уровне и на информационном. То есть то, что можно проявить на физическом, можно это делать. А вообще говоря, основной целью является управление на информационном уровне и такое, чтобы не допустить возможных проблем. И поэтому, хотя информационная цель является более важной, все равно старайтесь управление на физическом уровне корректно анализировать при необходимости. Так как я уже здесь приблизился к тому, как делать в данном случае управление технологически, то я просто введу здесь аксиому. Она заключается в том, что ваше управление, исходящее из вашего сознания, попадает в точку вашего сознания же, вы же делаете управление в своем сознании, в любом случае, и только потому, что в пределах сознания все управляемо. И отсюда задачей проекции просто системы управления на реальность является то, что вы должны соединить с реальностью только лишь сегмент сознания, который обозначает общность всех точек. Как точки первичного импульса, то есть, например, откуда вы делаете управление, в данном случае эта область неизвестна, так и области управления. То есть проективные составляющие, другой элемент сознания, означает, что только лишь его вы должны перевести на реальность. В данном случае реальностью является, например, здоровье человека или какое-то событие, это физическая реальность. И тогда получается, что вы тоже проявляете в виде оптики, где это должно происходить, еще раз выделяете, кроме основной цели управления. И просто-навсего механически, только с такой максимально быстрой, сверхбыстрой скоростью, эту проективную точку выводите в эту область, и все. Тогда получается, что область, которая неизвестная была, и была неопределенная, она, вообще говоря, даже не нужна. Потому что мы смотрим только на ее проективную составляющую, другую точку сознания. А другая точка сознания, она и определена, и описана, и сколько угодно может и сколько угодно времени можно ее анализировать. Следовательно, вот та конструкция сознания, которую сейчас я рассмотрел, она такова, что на самом деле существует множество способов, но в данном случае я рассмотрел один из способов, когда строится реальность по импульсу, как я определил в природе, закладывая в импульс бесконечных характеристик достижения цели по управлению или достроения формы. Это прямой, лобовой принцип управления, условно в лоб, так можно сказать, когда вы в любом случае достигаете управления по этой технологии, где элемент реальности, о котором вы отправляетесь, как от точки отправления, значит, он неизвестен. Но управление в любом случае происходит, и здесь вы можете иметь даже сверхскоростное управление, потому что расстояние от неизвестной области
области управления, оно тоже неизвестно, оно может быть максимально малым или находиться в самой области управления. То есть на самом деле этот принцип дает сверхскоростное управление. Но для устойчивости и фактически для дублирования этого метода, одновременного, скажем, уровня реализации, будьте здесь внимательны, в качестве самостоятельной работы домашней рассмотрите одновременный уровень реализации, какой смысл я вкладываю в это понятие, или вот пообщайтесь здесь со мной в телепатии, после данной лекции в течение 3 дней с 10 до 11 вечера будет еще фактически следующая часть лекции, но в телепатии. И там можно задавать вопросы, связанные с тем, вот, какой смысл я вкладываю в это понятие. Здесь всего лишь навсего я рассматриваю общую точку, то есть в сознании вы можете поставить точку отражения, и все. И получается, что область неизвестна, область известна отражается в точку, в область, которую вы просто назначаете. А эта область, как я опять повторюсь, переводите с очень быстрой скоростью, со сверхбыстрой, в значит, область фактически реальности, тоже обозначенной в сознании, вы просто ее выделили, получается управление. Таким образом, в данном случае это управление от области с неизвестными характеристиками. В определенных случаях эта конструкция очень быстро познается, то есть сразу становится понятным и очень простым данное управление. По возможности не упрощайте данное управление и те сложные участки, которые проявляются, то, что означает духовное развитие, к ним снова возвращайтесь. То есть вот в этой части, хотя я максимально ее сделал простой, и она действительно такая, по возможности не упрощайте развитие собственного уровня познания, то есть если вам хочется какой-то участок еще рассмотреть на уровне анализа, рассмотрите. Это вот специальное пояснение к этой части лекции. Вот, значит, та часть, которая касалась лекционной части, я сейчас закончил. По возможности сделайте еще раз проекцию управления передо мной от неизвестной части. Она уже у вас совершенно конкретно в зале вот сейчас оформилась и дает уже системное управление. Таким образом, я сейчас приступаю вот к тому, что начинаю отвечать на вопросы. В данном случае ответы на вопросы будут идти в развитии данной лекции. Ну, не напрямую, конечно. То есть, тем не менее, ответы надо рассматривать как продолжение тематики с точки зрения поставленных методов. Хотя ответы будут, конечно же, такие, что я буду вводить в том числе и другие методы управления. То есть в данном случае лекционная часть является определяющей для того, чтобы в дальнейшем, когда вы работаете с практикой, вам было сразу понятно, что, вот, например, сказанное сейчас может быть использовано как фактически работа с какими-то конкретными ситуациями. Таким образом, ответ, значит, будет, во-первых, касаться, конечно, самой информации, но фактически в прикладном во многом значении, хотя я постараюсь открывать фундаментально, здесь еще смысл управления, в том числе с точки зрения тех методов, которые изложены были в лекционной части. Значит, вопрос такой, как работать с негативной информацией? Дело в том, что понятие работы с негативной информацией, в первую очередь, оно такое, что здесь надо определить по возможности сразу же элемент, чтобы не фиксировать негативизм информации. То есть это принципиальная цель управления. Следовательно, фактически проще всего с точки зрения методологии, предположим, управления с двуимпульсной природой, таким образом, как бы засветить в сознании два этих источника или внутри себя и извне, чтобы они понятие негативной информации либо так засветили, что она максимально исчезла сразу же, да? Но хотя бы на восприятие для начала, либо создать максимальное количество взаимодействия этих двух сегментов, таких, чтобы они информацию реструктурировали. То есть такое задать движение через сознание можно поставить на автоматизм сознания, что просто поставить целевой программный смысл, что ли, в эти два источника, и они должны реструктурировать информацию. И вот продолжение вопроса, что означает расформировать информацию.
заключается в том, что, например, есть форма информации, некая форма, которая, вообще говоря, желательно, чтобы не была фиксирована, то есть воспринята как однозначная жесткая форма, реализованная в будущие события. Главное, этого нельзя допустить. А дальше расформировать, то есть можно просто механически просто изменить форму. То есть разбить форму, это уже другая информация, да, за счет, например, двух источников. Или же, например, внести духовный смысл познания, который сам расформирует форму. То есть ставится точка познания как управляющая точка в данную форму. Например, я вижу диктофон и там, хочу, чтобы данная информация не содержала негатив. Тогда я стараюсь вникнуть в систему, вот, что я должен знать, если я смотрю на диктофон, чтобы получить расформирование некой негативной информации. Да, вот я, предположим, должен знать, например, что фотосинтез может находиться в замкнутой системе, то есть не обязательно постоянное там наличие света. Как это сделать? Значит, нахожу, как это сделать, и тогда я вижу, что негативная информация расформировалась. То есть я использовал не прямой метод, а метод познания. Какой может быть негативизм в плане данного как бы диктофона? Здесь даже нельзя было бы назвать негативизмом, я просто хотел так, чтобы то, что я изложил по цели познания и со скоростью познания по всеобщему спасению, именно эта скорость и была здесь получена. То есть, например, я это сделал сейчас, да, но в принципе я мог это сделать после лекции, там, через час сделать один общий импульс, я бы решил тоже эту же задачу, или в реальном времени. То есть, поэтому, хотя в реальном времени я все равно эту задачу решаю. Другой вопрос, что при контроле за всей информацией, когда вы сдвигаете, делаете управление, вы все равно смещаете и расформировываете негативизм не только тот, который вы воспринимаете, например, а вы можете одновременно участвовать во всех элементах реальности и при этом получать управление только, казалось бы, у себя. И продолжение вопроса. Означает ли это замещение негативной информации положительной? Дело в том, что фактически с точки зрения логики, да, это в том же месте форма работает как положительная система. То есть можно рассмотреть вопрос так, что это может быть или замещение, то есть механически в сознании вы можете воспринять как замещение, но с другой стороны вы можете, даже не трогая форму, как я сказал, что рассмотреть тот элемент сознания, который содержит любой смысловой оттенок по цели управления. То есть можно никуда не двигаться, находиться возле себя и при этом работать только из одной точки. И тогда получается, что это не замещение, а преобразование смыслового уровня, который вы вкладываете в управление. Теперь вопрос второй. Как строить структуру ребенка с учетом его волеизъявления? Дело в том, что прежде всего надо строить, на мой взгляд, структуру ребенка таким образом, что вы должны прежде всего придать статус полной свободы личности в будущем, и в текущем или в прошлом. То есть выявить свободу личности в условиях, что ребенок должен делать еще то, что, например, выходить или социально необходимые вещи, и при этом, здесь так написано, с учетом волеизъявления, то, что он хочет. И получается, что структуру строить в этом понимании надо следующим образом, с помощью моей технологии управления через сознание, структуризации сознания, что вы прежде выделяете свечение, то есть оптику полной свободы воли, это обожествление действия ребенка, то есть сверхтворческий путь развития. То есть выделяете эту информацию, затем вводите информацию социальных норм, предложим как некий контур, который в виде конуса замыкает первичный настрой. И затем вводите систему волеизъявления как внутреннюю систему, внутри конуса и плюс ваши задачи по воспитанию. Тогда получается, что управление – это всего лишь навсего отслеживание этой формы. То есть если где-то конус начнет меняться, предположим, вы видите, что где-то его воля подавляется, или он где-то ощущает несвободу, просто добавляете туда управление, но при этом вы можете войти туда
совершенно конкретно увидеть, что вызывает у него несвободу, что там, запах неприятный, или же действие там, родителей, или кто-то на улице, возможно, его в чем-то ущемляет. Это может быть не действие, а может быть просто взгляд чей-то, который, например, ущемляет, да, свободу его развития. Тогда задача является, опять же, в созидательном контексте, не причиняя никому там, проблем. Ну, этой технологии вы вреда не причините, просто вы вводите там, информацию по компенсации данных систем его восприятия. То есть, если чей-то взгляд ему не понравился, тогда вы вводите, дополняете форму тем, чтобы это не влияло, да, на его, например, развитие. При этом вы совершенно конкретно делаете и тому человеку тоже пользу. Почему этой системой нельзя навредить? Потому что, ну, во-первых, здесь целевой уровень – это всеобщее вечное развитие, а технологически оптика, она не создает проблем, то есть оптика в том, ну, как бы слабая оптика в рассеянном уровне сознания, она, например, не пересекается, во-первых, ни с какой другой, то есть там такие элементы, когда вы внимательно посмотрите эту систему управления, то та оптика, она, во-первых, нелинейная, то есть не как вот напрямую свет падает, ну, и он тоже не причиняет вреда, обычный свет, например. Но там оптика, она еще разрежена, то есть элементы оптические, они, во-первых, могут быть отдалены, достаточно далеко друг от друга, во-вторых, вы их воспроизводите сознанием собственным. А сознание, смысл точного воспроизведения, когда вы делаете точное управление, только в том случае, если вы делаете общесознательные действия. И поэтому получается много дублирующих уровней, когда вы, дополняя, например, взгляд того человека, ну, предположим, коррелированным, да, оттенком, вы не причиняете ему вред, а напротив, вы даже, может быть, взгляд, потому что у него что-то болит, предположим, тогда вы его восстанавливаете и так далее. Соответственно, с этим, ну, в принципе, вы можете войти глубже в систему того человека, или что ему там, если запах не понравился, соответственно, там, запах каким образом реструктурировать и так далее. Поэтому вот я считаю, с точки зрения этой технологии, как я обратил сразу же внимание, основным является, значит, главное, это фиксировать первым элементом действия, это свободу развития личности. Теперь, так сказать, под вопрос здесь, как строить структуру будущего ребенка. Ну, вопрос с точки зрения структуры информации, вот я о нем уже сказал, но вот с точки зрения подвопроса, так скажем, структурирование может быть все-таки частным, то есть вы смотрите на каждое событие, если это вам нужно, но здесь смысл такой, что важным является придать свободу в развитии ребенка, то есть пользоваться только духовным уровнем, например, управления, когда вы не нарушаете свободу его воли, и вы при этом не контролируете каждое частное действие через, например, ясновидческий уровень, да, подхода. То есть каждый человек должен в том числе быть независим, и при этом вы предоставляете возможность действовать самостоятельно, не контролируя поведенческую структуру на событиях. Значит, но на духовном уровне контакта вы знаете, что там все нормально. То есть задачей, ну, структурирования, так скажем, будущего ребенка является предоставление свободы действий, я считаю, без необходимости, значит, там не нужно осуществлять контроль за физическими действиями, перемещениями, там главное на духовном уровне все время видеть информацию, что абсолютно все в порядке. То есть найти такой духовный уровень контакта. И в дальнейшем, видимо, если вы считаете, что вам нужно рассмотреть событийную часть, то есть структурировать будущее по событийной части, предложим там, сдача экзамена, какие-то социальные события или что-то вообще конкретное, тогда, естественно, вы можете детализировать события до того максимального уровня, который вам необходим, хоть до там, клеточного или уровня связи, включая связи с бесконечностью, со всем внешним массивом или внутренним. То есть здесь ограничений нет. Главное, что ставите вы цель
такого всеобщего созидательного развития, и при этом прикладная частная цель в случае структурирования будущего ребенка, здесь вот есть важный момент, на мой взгляд, который говорит о том, что только лишь выполняя для ребенка, вообще говоря, для всех детей, кто, проще говоря, еще развивается на уровне социальном, выполняя частную задачу управления для него, вы можете сразу знать, что часто не обязательно рассматривать макромассивы управления, потому что вы уже делаете эту задачу, потому что вы управляете для того, кто еще не настолько социально там развит, или физически. То есть управление для слабого, как бы слабого, да, значит, оно всегда охватывает уровень макрорегулирования. И в связи с этим, почему, например, есть такое расхожее мнение, там вот есть, предложим рассмотреть наличие сверхразвитых цивилизаций, но они не причиняют вреда, там, например, тем, которые, например, еще не развиты. Дело в том, что общий социальный принцип или общий такой закон развития заключается в том, что управление все равно происходит через макромассив. Следующие знания, они уже таковы, что нельзя реструктурировать там систему более слабую, это как знание вечного развития. И получается, что там вот макроуправление происходит именно по принципу управления к ребенку. То есть вы можете это как-то детализировать и увидеть, что принцип управления к ребенку это на самом деле принцип вечного развития. Потому что достаточно дать системное развитие, канонизированное создать развитие ребенка, и тогда получается, что вечное будущее является уже устойчивым процессом. И на практике, например, по моей практике у меня получалось так, что дети, которые приходили на лекции, значит, при этом часто они еще и спали, значит, они очень быстро осваивали материал, который практически, например, взрослые, при этом решая другие задачи, например, они, может быть, как-то вот занимались больше макросистемами. И в связи с этим, я думаю, что здесь достаточно важным является то, что если вы передаете систему управления ребенку, то тогда здесь главное в дальнейшем еще сразу понимать, что вы закладываете элементы вечного развития в свой управляющий импульс. То есть у ребенка это очень важно. И если, например, посмотреть, как идет развитие ребенка, когда уже вы даете систему управления от сознания, то здесь, по-моему, важным является то, что вы можете уже дальше сами передавать целевую, что ли, такую специальную часть. И кстати, в зале Воробьев Андрей, это ученик мой, у него здесь так получилось, что дочка, не так, она много ходила на лекции, и при этом сумела после определенного уровня лекций, при этом, значит, она не всю лекцию, например, слушала непрерывно. Она сделала совершенно профессиональным, стала делать материализацию. То есть когда я делал контроль и делал эти цифровые методы анализа, там получилось так, что профессионализм именно заключался в том, что, например, структура управления была такая, как если бы нужно было бы изучить всю систему практически по системе материализации от начала до того уровня, когда это регулярно и всегда получается. То есть детское восприятие, оно находится на уровне контакта с информацией реальности, на таком уровне, что это получается, этот весь комплекс, он получается сразу. Здесь, конечно, имело значение, что генетически там просто были данные собственные в развитии, но тем не менее здесь все-таки работает общеканонизированный закон, что, например, по-моему, если структурировать будущее ребенка, то надо учитывать, что все равно дети находятся в контакте с реальностью более прямой, и поэтому
можно структурировать достаточно быстро, так скажем. И заниматься часто можно или же постоянно, или часто даже достаточно, например, просто поставить информацию, какую вы хотите, и она очень быстро реализовывается. Поэтому такой вот мой ответ на этот вопрос. По тому, насколько нужно делать именно материализацию там, или же лечение, да, чему учить ребенка, предположим. Но здесь есть еще один нюанс, как раз с точки зрения макрорегулирования, что ребенок находится ближе к информации внешней, внутренней, так скажем, реальности, к управляющей информации, что управление от ребенка, идущее там, через ту же материализацию, всегда касается макрорегулирования. Потому что ребенок обязательно проходит уровень макрорегулирования для обеспечения будущих событий своих. Это генетически заложено в ребенка до определенного уровня роста. Это происходит всегда, потому что ребенок всегда сам по управлению обозначает себе будущий элемент развития. Поэтому получается, что то, что для взрослого, например, должно содержать логический, например, статус, для ребенка это содержит естественный статус, как собственного управления. Таким образом, вот это ответ на этот вопрос. Вопрос следующий. Рассказать поконкретнее о методиках работы с ситуациями. В данном случае я могу в качестве конкретного приложения рассказать, например, из трехтомника «Практика управления путем спасения» работу по самолету Ту-144, там были испытательные полеты, и надо вам просто посмотреть будет в качестве анализа конкретное свидетельство, Гринея Бориса Ивановича, это заслуженный летчик-испытатель. Там написано, что я дал прогноз по отказу угла тангажа, и поэтому по тому, что эксперты потом установили, оказалось, что если бы такого прогноза не было, то самолет бы при посадке он бы разбился. Дело в том, что здесь отказ, вот когда я проводил работу, сейчас посмотрите внимательнее на, например, конкретную ситуацию. Самолет — это есть та же оптическая сфера, предположим, которая находится с точки зрения прогностики в будущем. То есть я строю дугу в восприятии, которая идет как отправная точка от взлета самолета и попадает в точку управления, которая уже посадка. То есть по этой дуге я рассматриваю весь спектр событий, касающихся этого самолета. Затем я рассматриваю, какие возникают возле этой дуги фактически, нюансы, изменения от нормы. Первое изменение, сразу же, в принципе, которое могло повлечь, это то, что был заменен двигатель, поставлен из другого самолета, Ту-160. И, соответственно, сразу было понятно, что уже есть вопросы. И потом я рассмотрел, что угол тангажа, то есть, в принципе, угол направления будет неизвестен из-за того, что откажет прибор. Когда принимается решение летчиком, он принимает решение, исходя из показаний приборов, и эта информация сразу было видно где-то в первой части дуги, как он будет принимать. Вот здесь особенность, что, казалось бы, дугу можно механически было разбить на несколько частей и сказать, что в начале это начальный период полета, а в конце это конечный период полета. На самом деле, в конкретной практике в этой дуге, в первой трети, примерно по расстоянию, находилась информация принятия решения пилотом. Почему она находилась там? Потому что я ищу этот дефект, находясь еще до взлета. То есть, получается, информация будущего, как некая липучка перетянулась, если я за желательно резинку тяну, то она перетягивается туда, где есть еще одна опорная точка. То есть мое присутствие и мой поиск перетянули эту информацию ближе, хотя логически она должна была быть дальше. И получилось, что здесь сразу было ясно, что, это я рассмотрел просто как некоторые вещи, я рассматриваю просто как сюжет, чтобы
рассмотреть еще психологию поведения пилота, потому что если это реально градус, ну, такой, как показывал вот этот прибор, то тогда они должны были сохранять скорость и даже понизить. Если нет, то они должны были поднять скорость от расчетной выше, даже выше, чем в технических условиях эксплуатации самолета Су-104, из-за того, что двигатель был от другого самолета. А отказ мог быть таким, что, значит, просто-навсего действительно у них такой угол посадки, а возможно, как вот принимает решение пилот, что возможно сам прибор не отказал, и если угол посадки такой, то тогда он должен скорость замерить, тогда он явно бы разбился. Но так как он, ну, экипаж бы, в принципе, там они бы не успели обсудить эту ситуацию при посадке. И поэтому получается, что в данном случае, вот в этой третьей первой дуге, значит, ну, фактически как бы это сегмент части сферы, и вот первой и третьей, я в сознание вхожу внутрь, просто-навсего сознание вхожу внутрь этой конкретной ситуации и рассматриваю, каким образом здесь надо действовать. То есть тогда совершенно четко, как отклонение некое, то есть возле этой части ну, дуги появляется совершенно конкретная, значит, оптическая, скажем, составляющая, которая никак не относится к норме, которую я заложил. Она сразу выявлена. Вот по задаче спасения вы потом будете в практике встречать, что это, вообще говоря, сразу выявляется. И там сразу видно, что это связано конкретно с конкретным прибором. Найти дальше его не представляет никаких проблем, потому что достаточно войти в информацию всего самолета, и сразу видно, где находится этот прибор. Если следовать развитию, например, информации как в системе, ну, распаковывающихся архивов, то я просто-навсего входил туда, значит, и распаковывал как бы дальше, и при этом нашел этот прибор, который конкретно вот назывался там, как УТ, по-моему, он назывался, угол тангажа. Значит, и при этом, или там еще есть прибор, как назывался, в принципе, они, в принципе, там есть еще как бы система других приборов. Я там еще указал на один, который они там просто сняли. Это как бы мелочь, которая не имела отношения, но она могла быть потом принципиально. Вообще в диагностике техники там надо в данном случае просто принимать решение по существу. Этот принцип, он ничем не отличается от того, что, например, вы диагностируете любую вообще ситуацию. То есть этот принцип, например, этой же дуги, которую я предложил, он реализован там, к машине там, или к собственному движению любого другого человека. То есть достаточно замкнуть две точки на плоскости и рассмотреть пространственную область. Для восприятия это достаточно быстро в трехмерном уровне рассмотреть отличия и перевести, работать в трехмерной проекции. Многомерная проекция часто используется, если нужно там материализовать плату, как, или же сделать так, чтобы на управлении на расстоянии не произошло катастрофы. Так вот в этом случае, так как они знали об угле тангажа, то они просто увеличили скорость от расчета на 20 выше, и получилось, что они не разбились, хотя когда они была посадка, все равно там впритык восковое оперение практически возле полотна все равно было. То есть это был самый такой минимальный уровень, который позволил сохранить там, пилотов, ну, в том числе вот эту машину. Значит, поэтому дело в том, что конкретные методики, они ну, часто определяются ситуациями. И одна из ситуаций, например, вот по Козлодуйской станции, это вот, когда могла быть макрокатастрофа атомной станции, управление складывалось фактически ну, из двух там периодов. Это первый, когда я в 1995 году приехал по приглашению болгарского национального телевидения в Болгарию, и при этом первый вопрос, когда журналист задал, причем журналист, он просто как-то со стороны, с какой-то газеты,
именно по Козлодуевской станции. То есть это получается первое проявление реальности. Да? Значит, реальность получалась как бы внешняя. То есть приглашение болгарского национального телевидения, там первый элемент реальности. Второе, это вопрос журналиста, который, кстати, был опубликован потом во многих газетах, но это, что я сказал, что там 2 года никаких проблем особых нет. Ну, плюс дал какой-то, действительно дал диагноз, которая подтвердилась. Там был представитель от атомной станции, и все. И этот вопрос, ну, вроде был снят. Я сказал, что у них очень волновал вопрос вообще о проблемности, о возможной катастрофе типа Чернобыльской. И они хотели ее вроде как закрывать. Но, значит, прошло примерно вот 2 года, где-то в 1997 году, где-то за месяц опять информация проявилась, что надо принимать меры, ну, учитывая, что много различных дел. Это как раз впритык где-то дня за 3 я сделал управление, передал информацию, ну и потом, вот как было опубликовано в этой российской газете, они занимались инспектированием этой информации, то есть смотрели, что там получилось. Оказалось, что если бы не были приняты меры, там не была бы дана, например, диагностика, то взрыв был бы, ну, такой, который был проблемой с точки зрения возможной макрокатастрофы. Поэтому, учитывая, что там еще в проблемности взрыва находилась ситуация, касающаяся информации развития планеты, потому что по, значит, ситуации, связанные с вот такими уровнями, что ли, возможных макрокатастроф, там будущая реальность, она дает управляющий индекс в более насыщенной форме. То есть спасение, почему вот я даю в лекциях, что спасение оно всегда возможно, потому что вот внешняя реальность очень четко определяет характеристики действия. Там вот то, что планета могла превратиться в пыль, то есть рассыпаться, так получалось примерно в 2000 году из-за этого свеча, то эта реальность, она очень четко фокусировала коридоры своеобразные по управлению, вот как сейчас делать, чтобы этого не произошло. Там возникала, в принципе, однотипность действий, то есть совершенно четкий уровень управления, который не имел других вариантов. Поэтому здесь, в принципе, вот, управление реальными системами спасения, то есть когда вы реально спасаете, оно принципиально отличается от системы, например, управления, ну, связанной с некими гипотетическими там опытами или экспериментами. И, как правило, если вы посмотрите мои материалы, то я просто-навсего делаю обычную работу свою. Ну, например, она оформляется типа как эксперименты по авиации, хотя это реальное спасение там самолетов или там излечение и так далее. То есть в практике управления я даю только совершенно конкретные технологии управления только реальными процессами. И поэтому в будущем вам тоже надо стараться, ну, лучше всего не связываться, там, предположим, с некими вариантами тестирования, повтора, потому что задачей управления является достижение реального спасения, причем от систем, в том числе с неизвестной природой, путем повторов этого добиться нельзя, путем системности. Основная задача – это то духовное состояние, та возможность, ну, разума, тот уровень души, который позволяет в любом случае спастись. А это технология плюс конкретная практика по реальному спасению, а фактически просто по реальному уровню жизни. Почему это я, кстати, еще перевожу все время на управление по возможности собственными событиями, в том числе частными, потому что это есть своеобразная практика, которая позволяет вам, ну, добиваться больших результатов, накапливать опыт, и тогда вы более подготовлены, нежели если вы просто занимаетесь, там, например, системами спасения от возможных катастроф, а при этом считаете, что ваша повседневная жизнь – это нечто другое. На самом деле вы в любом случае управляете, поэтому я стараюсь обязательно перевести управление к частному управлению. Конечно, другой вопрос, насколько быстро вы получаете свое управление. У многих задачи души выше, чем их частные задачи, тогда они очень много делают на макроуровне. У меня много учеников хорошо делают макроуправление, при этом и часто быстро достигают конкретных управляющих систем там, в частных задачах, но, например, при
взаимодействии с ними, когда мы анализируем как-то ситуацию, я смотрю, что для них часто это не является вот задачей там, что-то себе сделать быстро. Но это, вообще говоря, нормально, но тем не менее, вот я все-таки даю управление по частным задачам, чтобы вы были постоянно в практике. Через какое-то время вы к этому привыкнете, и тогда это будет для вас естественно. Постоянно контролировать всю реальность на уровне, ну, хотя бы одного уровня. В первое время, возможно, это будет несколько напряженная ситуация. Вот это первое время иногда затягивается в годы, пока человек не доходит до уровня постоянного контроля, и при этом значит, уже четко совершенно знает, что его система управления значит, может вполне спокойно превратить, ну, возможно, глобальную катастрофу, это точно. И я думаю, что смысл все-таки именно в том, чтобы просто увеличивать количество практики. Это вот основной смысл. Так, теперь следующий вопрос. Можно ли самому восстановить удаленный хирургический, в кавычках, орган? Но дело в том, что смысл управления является управление до той степени, до которой это вам необходимо. И придав статус всеобщего спасения, например, тем, что восстановив орган себе, вы можете передавать технологию всем, конечно, это, я считаю, можно и нужно даже делать, если вот, тем более он имеет последствия на окружающей ткани. А в идеологии целью управления является полное восстановление ткани, включая то, что любые приборные системы, которые это делают, они только лишь делают работу, на самом деле, подъема коллективного сознания по обучению, но я считаю, что целью является делать за счет сознания самого человека. Второй вопрос – это, значит, значение христианской церкви сейчас. Но я считаю, что любая каноническая религия, например, то, что проявлено в качестве христианской церкви, где есть такие заповеди, как «не убий» и так далее, они всегда имеют принципиальное, я думаю, основное значение. И поэтому в любой среде, там, при любых системах развития, я считаю, что их значение никак не уменьшается, а в будущем оно может увеличиваться, естественно, из-за того, что тот принцип, который здесь реализован, ну, как канонический принцип, например, принцип «не убей», этот принцип должен иметь еще более емкое значение в условиях там, системы, развивающей системы, например, глобального уничтожения. И поэтому я думаю, что как опорной основой во многом надо пользоваться тем, что накоплено, например, в христианской церкви с точки зрения, значит, устойчивого развития. И при этом я считаю, что надо иметь в виду, что любая каноническая религия, ну, как истинно каноническая, известная, многие сейчас канонические религии, канонизированные религии, которые основной задачей ставят, в принципе, ту же задачу воспроизводства человека, вечное воспроизводство человека, но там, конечно, они распределены там, по регионам, по представителям верующих. И все-таки христианская, кстати, церковь здесь ведь и вопрос о вечной жизни фактологически проявляет. И в связи с этим здесь, я считаю, есть определенное объединяющее значение вот, христианской церкви. Поэтому дело в том, что если мы рассмотрим принцип дальнейшего развития как элемент вечного развития информации, все равно появляется однотипность в воззрениях, однотипность в религиозных проявлениях, там, в плане вечного развития. То есть у каждого будет свое мнение, но имеется в виду однотипность в плане таких законов, как, там, например, сила тяжести – это закон.
И тогда, ну, в данном случае, он является коллективным законом для всех. Поэтому я думаю, что, я считаю, вообще надо поддерживать любые канонизированные направления, направленные на созидательное развитие. Не только церкви, а вообще какие-то общественные движения, личные проявления и так далее. И при этом стараться по возможности, видимо, помогать как можно больше, потому что смысл такой, что, например, в моей технологии я закладываю основным элементом это достижение спасения всех, и причем в любом случае. Тогда получается, что мы здесь не имеем вообще частных проявлений вообще нигде. Ни в конкретном человеке, ни в конкретном государстве, например. Все должны быть спасены, значит, у всех должны быть технологии. В условиях того, зачем, например, существует именно такой процесс, связанный с возможными там, и происходящими деструкциями, там, различными разрушениями, и нет, предположим, некого такого действия, что вот все мгновенно там, спасены и дальше вроде делать нечего. На мой взгляд, ответом является то, что именно замысел Создателя при полной свободе воли, если нет полной свободы воли, то это получается неустойчивая система вообще в развитии. То есть замыслом Создателя является при полной свободе воли дать возможность устойчивого развития. Это только знание. Вот на мой взгляд, деструкция, там, элементы разрушения, это я рассматриваю как все-таки отсутствие знаний в большей степени. И в связи с этим, если рассмотреть, как мы можем дальнейшее развитие строить, вообще говоря, принципиально для чего, то должны строить, на мой взгляд, на основе только знаний. Для чего? Чтобы все-таки оно было вечно, потому что основной-то смысл это все-таки вечное развитие. Если мы говорим об управлении, есть смысл, по-моему, говорить только об таком управлении, которое приводит к вечному развитию. В противном случае мы пользуемся только лишь какими-то оценочными, что ли, системами, и именно точность в вечном развитии дает системность. То есть отсутствие, там, предположим, систем вооружений, которые могли бы уничтожать, специальные технологии защиты, там, самозащиты через сознание или через специальные системы, которые не могут уничтожить сознателя и так далее. У меня просто есть ряд работ, связанных с принципом построения техники, которая не уничтожает создателя. И, это больше монографичная работа, но думаю, что скоро вот я буду издавать там ряд специальных монографий, можно будет посмотреть вот по технике. Следующий вопрос. Что такое обобщенный образ? Дело в том, что я вопросы сейчас читаю избирательно и выбираю вопросы, которые дают управление ближе к теме данной лекции, именно так их представляю. Обобщенный образ, если мы ставим какие-то задачи управления, то это может быть образ, который включает ряд систем, относящихся к конкретному событию. То есть событие, там, я вышел из конференц-зала и там, сел на машину и поехал, включает, например, действие там, 3, условно названных приложений. Я вышел, сел в машину, там, поехал. Обобщенный образ этого события, 3 элемента события. То есть, если каждая форма – это одна из форм, как мы сейчас строили обобщенную форму фактически, когда строили элемент неизвестный, от которого надо управлять, то получается, что обобщенным является именно образ, если 3 формы, их сместить как-то или сложить, то это не обязательно механически сложить. Возможно, что соприкосновение этих 3 форм или там бесконечного множества форм или каких-то конкретных форм вызовет совершенно другую форму или даже другое проявление духовного познания. Есть принцип работы с информацией, когда вы можете получать информацию только за счет обобщения информативного образа. Обобщение это значит, соответственно, следствие. То есть смотрите на объект информации, задаете задачу обобщения, тогда получается, что вы видите обобщенный образ как образ, который, во-первых, существует и в той части, которая неизвестна. То есть как можно образ обобщить, то есть некоторые конкретные характеристики снять. А для этого, получается, достаточно иметь даже конкретный образ и добавить образ
управления, которые мы строили с вами, то есть это образ, где характеристики неизвестны. Тогда получится обобщенный образ. Но обобщенный образ – это более устойчивый образ с точки зрения управления. Значит, получается, добавив даже то, что мы не определили, мы все равно появляем, то есть у нас появляется возможность получать все равно более устойчивую область. И эта более устойчивая область, она более управляема, потому что чем больше обобщений, тем больше возможностей управлять системой. То есть больше признаков и больше элементов входа в систему. Поэтому можно рассматривать с точки зрения сегодняшней лекции обобщенный образ таким образом. Так, вопрос второй. Следующий. Значит, характеристики управляющего воздействия при работе по предотвращению возможных катастроф, самовосстановлению, управлению событиями. В скобках я специально так вот, чтобы было четко понятно, в чем смысл вопроса, и ответ даю обобщенно для тех, кто сидит в зале, индивидуально каждому, и еще так, чтобы в будущем бесконечном ответ был понимаем. То есть я сразу строю 3 конструкции, как минимум, управления. По возможности в дальнейшем пользуйтесь сразу же такой позицией управления при ответе на вопросы, например, тем, кого вы обучаете или просто общаетесь. В скобках написано указание, команда, просьба, пожелание, точное указание, точки приложения. Дело в том, что вот характеристиками как раз таки являются те элементы, выраженные в виде слов, которые могут меняться не только в том, что указано в кавычках. То есть это может быть, в принципе, любая словесная конструкция. Тем более по предотвращению, например, возможных катастроф. Дело в том, что слово можно найти, исходя из информации. Вот, если вы хотите использовать для управления слово, я в большей части даю управление через восприятие оптических элементов, потому что здесь проще, чаще, быстрее можно достичь управления без слов, потому что оптический элемент дает то духовное состояние, которое реализуясь, дает управление. Но если вы смотрите глазами на что-то, у вас создается впечатление. Также я строю по такому признаку, примерно, так скажем, подобно почти управление, когда я, например, даю образы, и тогда вы имеете просто духовное управление от того, что входит просто в состояние духовное. И не надо тогда строить даже оптические образы, вы являетесь управленцем в этот момент. Если вы строите слово, то слово состоит из ряда оптических, например, сегментов, или из одного. Но, как правило, слово это часто состоит даже из многих сегментов оптических, потому что слово несет смысл, за смыслом еще оптика и так далее. То есть получается, что есть некая надстройка сверху, а потом целая периферия следствий, которые говорят, что слово употребляется или здесь, или там, и как оно вообще выглядит с точки зрения оптики. Но, тем не менее, я всегда допускаю, что возможен и очень длинный путь для управления, как последовательность слов. В Древнем Тибете было 416 слов для того, чтобы вылечить там буквально даже одну царапину. Они даже шли на это, чтобы, например, в виде как бы мантровом признаке они читали. То есть там не было тоже того, что там менее существенно, что-то тоже более существенно. И поэтому здесь ситуация заключается в том, что чтобы найти все-таки слово, или там 500 слов, сколько вы хотите, и как назвать, как воспринять, то вот характеристики управляющего воздействия, если все-таки через слова, хотя здесь понятно, что можно указание вывести как оптику и через это действовать. Но лучше в промежуточной части не строить как бы директивных систем оптических. Если я еще поставлю это как указание или как команду, то у меня еще одно получится звено. То есть лучше управлять напрямую, не связываясь с определением промежуточной системы управления. Обратите внимание, что к ответу я подошел все-таки не сразу.
То есть, поэтому, значит, вот как назвать, там, точное указание, команда для себя, лучше вообще никак не назвать, лучше управлять. Когда вы смотрите, например, на стол, вы же себе не говорите, вот сейчас я посмотрю на стол, а потом вы смотрите на стол. Здесь то же самое. Значит, вы просто смотрите и все, или что-то делаете и все. У меня принцип управления, он такой, то есть делать, но не называть по возможности. Так вот, если все-таки назвать, так как я считаю, что в системе спасения это может быть принципиальным, то есть если вы считаете, что надо сделать указание, сделайте его тогда. А тогда как познать, что это должно быть указание, там, или все-таки точное указание, или просьба, например, пожелание даже. Что, кстати, вот характерно, вопрос здесь так вот правильно построен в плане различных позиций. Например, вплоть до просьбы или там пожелания. Вот здесь вот ситуация такова, что здесь главное, на мой взгляд, выявить ту оптическую систему, как слово от реальности рождается. Тогда вам нужно будет посмотреть, как вообще вы строите слово для себя лично. То есть, вот, чтобы увидеть слово, вам нужно сначала рассмотреть личную вашу систему. Это является необходимым условием при получении информации слова. Значит, вы рассматриваете себя, рассматриваете информацию слова как таковую, причем слово надо рассматривать обязательно в абсолютной проекции. То есть вы должны слово рассмотреть так, что слово как бы не зависит ни от чего, без связи. И вот эту оптическую информацию, она достаточно быстро втекает в вашу информацию собственную, потому что вы же слово видите. И тогда вы смотрите, как слово начинает работать на, фактически вас, то есть в каком элементе слово проявлено там. Есть, вот, например, концентрация на пальцах, можно делать просто слово, да? Вы смотрите, где информация слова, из какой части тела начинает высвечивать. Это очень просто, вы просто-навсего смотрите на себя, и сразу видно, что вот в вас информация слова вошла и начинает высвечиваться. Тогда организация слова будет являться то, что, во-первых, вы можете сразу это слово духовно осознать. Вот первым еще элементом по восприятию уже выходного параметра слова является первичное духовное осознание слова. Слово информация сначала всегда по моей технологии духовно осознается. То есть в чем отличие слова, например, от образа, что духовное осознание существует предварительно всегда, то есть там, где слова как бы еще и нет. Значит, вторым элементом является присутствие души в слове, то есть какой духовный, душевный смысл вы вкладываете в слово. Тогда вы должны видеть уже на оптике, проследить импульс души, то есть вот из души, которая находится, например, внутри физического вашего тела, а тело это и есть часть души, мы говорим о всей системе информации или о проявленной части души в теле. И исходит импульс, он касается опять же слова, которое еще не объявлено все-таки до сих пор. То есть пока я говорил о духовной части, потом уже о слове. И далее импульс души и импульс духовный, который вы осязаете, потому что логически, вот я вас так, например, веду, хотя вы можете свои координаты выбрать управление словом, а в данном случае я еще веду только к воспроизводству слова. Значит, эти импульсы вас приводят к создателю. И вот когда вы видите создателя, вы видите слово. То есть, и поэтому ситуация здесь такова, что получается, что слово это путь к создателю. Или слово из создателя. Вот, когда мы имеем, например, слово, то мы должны сразу понимать тот смысл, который в него заложен. И тогда получается, что вы можете сделать опять мгновенное управление, не вникая в систему связи этого слова. И опять привел к тому все-таки, что как же сделать мгновенное управление, если речь идет о макрокатастрофе, возможно. Значит, поэтому даже, казалось бы, конструкцию промежуточную, выявленную условие, вы можете
при таком рассуждении вывести в систему мгновенного управления, тогда вы совершенно четко получите целое там предложение, и потом можете выписать, что в конкретной ситуации делать, это будет просто технологии, которые совершенно конкретно они будут действовать, там, причем могут действовать вечное количество времени. Главное, что смысл здесь в том, чтобы в них закладывать обязательно смысл дальнейшего познания, потому что смыслом вечного развития является всегда готовность и возможность управлять в любом случае. И если имеется даже очень хорошая система управления, в них надо закладывать конструкцию на вечное управление. Вот таким образом, я думаю, целесообразно, значит, рассмотреть информацию по данному вопросу. И с точки зрения именно вот все-таки двуимпульсного управления, когда вот извне и внутри вас, вот по принципу управления реальности от самого воссоздания, здесь, я думаю, целесообразно в этом вопросе, значит, рассмотреть такую характеристику, что слово сразу же имеет, ну, всегда как минимум два смысла. То есть смысл несущего, что несет слово, да, и несущую конструкцию, то есть опорную конструкцию информации, и смысл информации, собственно говоря, самого слова. Это в качестве самостоятельной работы по данной лекции вы рассмотрите самостоятельно. Так, значит, при создании обобщенного образа просматриваются четко два образа. Второй как бы в отдалении, и на уровне творится нечто похожее на белый туман. Дело в том, что насчет того, что два образа, восприятие есть образ, есть несущая конструкция. Да, они могут быть, во-первых, отделены, вот я только что сказал про слово, что, значит, есть несущая конструкция, и поэтому один образ можно рассматривать как конструкцию, на которой находится, например, целевой информативный образ. И он действительно более такой, бывает, расплывчатый, второй, или же может быть даже в виде одной точки. При постоянной практике по управлению несущая конструкция является часто просто точкой в самом образе. И при этом здесь такая ситуация, что вы можете через сознание, в принципе, сами же определять в том числе и несущую конструкцию. Поэтому я думаю, что ситуация здесь такая, что, вообще говоря, если вы в управлении видите там два образа или больше, по возможности посмотрите, какой смысл от такого управления, то есть что вы хотите получить для себя, то есть что ваше сознание или ваша душа, значит, строит и для чего вы эти два образа видите. Вообще надо иметь точную по возможности информацию по отношению к любому все-таки образу, и при этом, значит, вот как получить эту информацию, зачем вы имеете какие-то образы, зачем вы строите управление именно через те координаты или через те системы познания. Если вы хотите, вы можете на них задавать вопросы, на эти значит, позиции как бы строить вопросы, если это нужно вам. Просто в управлении существует примерно такой статус, что вот если вы смотрите глазами, здесь вот будете повнимательнее, сейчас постараюсь вот на духовном уровне это передать, такой принцип, то когда вы проходите где-то там по улице, вот я, например, сижу, читаю вопросы, передаю лекцию, я глазами воспринимаю, или там сознание воспринимаю элементы реальности и строю управление, то на управлении, на уровне вот развития сознания по управляющей константе, там часто существует такое же состояние, что вам и так все понятно. То есть, вот, например, два образа возникло, и ясно, для чего они, вам можно не детализировать ничего. Это, кстати, важная очень характеристика управления, связанная с тем, что по возможности не замедляйте искусственно, то есть не изучайте там, например, как математику,
или как какую-то строгую, требующую повторения науку, мою систему управления, если это не нужно. Если нужно, изучайте. Но по возможности развивайте такой уровень управления, когда вам понятно все, что происходит. То есть, и когда вы, например, дальше делаете управление, для вас так же естественно, как вот я, там, то, что я сказал, делаю, ну, например, мне понятно, что происходит, когда я просто там вижу глазами, и также это всем понятно, кто глазами смотрит. Это вот элемент коллективного сознания, всем понятно одно и то же. А с точки зрения коллективного управления, через мою систему управления, постарайтесь такие звенья передачи информации строить. То есть, если вы, например, делаете управление, по возможности подумайте о других, так как пока это не является универсальной системой, и если вы строите систему управления по тому, как предотвратить катастрофу, и вы реально ее предотвратили, сделайте так, чтобы это было всем понятно. Тогда вы постарайтесь перейти на анализ существующей реальности. Как я сказал, это же просто обычный логический во многом анализ, что раз мне понятны есть определенные жесткие системы, они понятны, потому что мы их видим в общественном диапазоне, двери, там, какие-то коридоры или вообще внешнюю реальность. То же самое постройте системы передачи ваших познаний, то, что вам понятно, всем другим. То есть задачей всеобщего спасения является практически задача, в том числе сверхбыстрой передачи знаний, но и задача системная, детальная, иногда может быть и очень долгая, но главное обязательная передача знаний по тем технологиям спасения, которые найдете лично вы, или же вы узнаете, что нашли, значит, партнеры ваши, то есть с кем вы общаетесь, с кем вы работаете, друзья, знакомые, там вообще незнакомые люди. То есть совершенно могут быть люди, которые, может быть, вы там как-то случайно, как бы вроде бы там пересеклись где-то в транспорте, но в их познании могут быть системы, которые могут быть, в общем-то, передаваемы. То есть задача всеобщего развития личного состоит в том, чтобы была непрерывная система реализована по передаче знаний, или мгновенных, или системных. То есть это мгновенно, если надо всем сконцентрироваться, сосредоточиться по тому, чтобы не допустить катастрофу, и системными знаниями, можно назвать то, что когда мы говорим о том, что каждый может построить систему образования или как-то так индивидуально передавать другим знаниям. Значит, на сегодня я по тем вопросам, которые сейчас я успел посмотреть, я ответил. По вопросам, которые я сейчас не рассмотрел, я передам в любом случае индивидуально по телепатии, вот кто написал вопрос. И в принципе в дальнейшем желательно какие-то контактные данные оставлять, потому что и на некоторые вопросы я отвечаю так, что я надиктовываю на аудиопленку и просто отдаю, если я посчитаю, что так лучше. Значит, поэтому вот на сегодня я уже заканчиваю. Так что спасибо большое за то, что вы внимательно слушали.